Всем привет! Сегодня хочу вам показать такой новогодний мастер-класс по снежинкам. У меня такого нет, но есть подобные снежинки. Правда, не из хлопкового шпагата, который нам потребуется, а из хлопкового шнура. Под видео оставлю ссылку. И также еще потребуются колечки. Это могут быть деревянные, либо любые другие, и ножницы. Первый вариант снежинки у нас такой. У меня есть колечко. Оно диаметром 3,7 сантиметра, ну около 4. Я отрезаю 15 отрезков по 50 сантиметров где-то и делаю вот такие вот крепления на кольцо. Креплю все отрезки и потом уже начну плести. Почему 15? Потому что я хочу, чтобы у меня была как бы снежинка такая пятиконечная, и поэтому я разделю по 3, как бы 3, 3, 3, 5 раз будет, и у нас получится как раз-таки нужное количество, чтобы была снежинка пятиконечная. Вот, надеваем, тут ничего сложного нету. Лицевое крепление, да, то есть перемычку видим перед собой. Если перевернем, то будет изнаночное крепление. Также еще могу сказать, что я вот предлагаю некоторые варианты снежинок, но не обязательно повторять. Можно придумать что-то свое, так как каждая снежинка же ведь у нас вообще по сути-то уникальна. Поэтому как вы сплетете, так и будет. То есть это будет ваша уникальная снежинка. Далее я креплю колечко, чтобы мне было удобно плести. Вот у меня есть такая пробковая подставка, и я иголочками зацеплю прям потом в круге нить, чтобы у меня никуда не ёрзало ничего. Вот если у вас такое есть, то отлично. Если нет, то можно использовать какую-нибудь подушку, я не знаю, во что можно воткнуть иголочки. Как я уже говорила, 15 у нас отрезков надето, и сейчас делим их по 3. То есть вот по 3 перемычки, где у нас есть, должно получиться 5 групп, 5 таких групп. И сейчас начнем плести квадратный узелок. Посмотрите, из каких нитей я его плету. Вот у нас всего 6 нитей, получается, я беру вторую и пятую и буду оплетать 2 центральные. Оплетаю квадратным узлом. Я думаю, вы легко сможете повторить, если вы его ни разу не плели. То есть повторяйте то так же, как я складываю нити, и у вас вот получится квадратный узелок. А далее я буду делать репсовое плетение. Сначала начну справа, потом слева. Каждую нить, у нас тут всего 2, их будет нужно 2 раза на нить, самую боковую, которую мы положили по диагонали, 2 раза намотать. И это получится репсовый узелок с одной стороны и с другой стороны. И потом я еще решила то, что мне мало такого просто обычного репсового, как бы одинарного, как бы 2 полосочки. Я решила еще сделать и еще по линии репсовых. То есть, смотрите, сейчас беру опять самые боковые, которые у меня есть, и на них опять еще 2 эти нити наплетаю репсовым плетением. Вот таким вот образом. И у меня получится такая, как бы, даже можно сказать, снежинка-звездочка, я бы так ее назвала. И со всеми остальными группами, вот, которые у меня остались 4, я буду проделывать один и тот же рисунок. То есть я буду вот так вот делать квадратный узелок, потом репсовый с одного, с другого бока и еще раз с одного, с другого бока. Вот, еще могу сказать, что в следующей моей группе у меня будут немного короткие отрезки, вы не бойтесь, я вот вам сказала по 50 сантиметров, если вы отрежете, то вам обязательно хватит. У меня просто там были некоторые короткие отрезки, но мне это не помешало, я справилась. Но вот я всегда говорю в мастер-классах, то ту длину отрезков, которую нужно взять именно вам. То есть у меня на видео она может отличаться, но для вас я именно по своим ошибкам подсчитываю, какую лучше взять длину. То есть всегда смотрите, что я пишу под видео и на видео. Вот. Не смотрите на то, какие там у меня длинные отрезки остаются в самом кадре, потому что я иногда беру с запасом, либо мне может не хватать, но вам я обязательно скажу нужное количество, то есть чтобы не было такого, что не хватило, или наоборот было очень прям много. Но с запасом всегда лучше, но не как бы когда это какие-то длинные отрезки. Вот, как вы могли заметить, я уже проплела вторую группу, и так мы со всеми 5 проделываем, 3 остальными.
После того, как проделали, то у нас остаются отрезки лишние. Мы сейчас их отрезаем по диагоналям, либо как вам захочется, и будем распушать. Распушать я их буду с помощью такой, забываю всегда, как называется, чесалка. Размахрявиватель, хочется сказать, но это чесалка для животных. Я заказала вот это на Алиэкспрессе с деревянной ручкой, вот эту покупала у себя возле дома. Она пластиковая, мне она не очень нравилась, ну, для фотографий не подходила. А вот эта с деревянной ручкой намного прекраснее, мне кажется, выглядит. Вот, я отрезала, потом распушаю, а потом я буду еще раз смотреть, ну, чтобы ровненько у меня были все мои ниточки торчали. У меня не всегда получается ровненько, но я не такой, знаете, не идеальный как бы человек, и я иногда оставляю там какие-то неровности, мне не страшат они. Но если вы очень идеально хотите, то это отрезайте, отмеряйте ровно все, можно по линейке даже отмерять, чтобы все было одинаково. Ну а по сути наша уже снежинка будет готова. И останется только сделать петельку. Это просто можно отрезать отрезок, ну, тот же шпагат, 30 сантиметров, и просто надеть его таким же лицевым креплением. Это будет показано в видео. А мы с вами уже потом перейдем ко второму варианту снежинки. Он будет немного проще. Второй вариант я предлагаю вам сделать. Вот у меня колечко уже 3 сантиметра, то есть поменьше, и я решила взять крученую веревку, чтобы вам наглядно было видно, например, как из нее, да, получается. Если у вас ее нет, то это не страшно. Я также отрезаю 15 отрезков, но тут уже по 40 сантиметров, потому что здесь плетение не будет у меня какое-то супер, да, ну то есть там в прошлом варианте у нас был квадратный узелок, здесь я хочу просто проплести репсовые диагонали, и все. То есть я хочу вам показать, что даже вот простое как бы плетение, из него получаются довольно-таки ажурные и красивые снежинки, которые смогут украсить елку, либо просто можно даже гирлянду из этих снежинок сделать. Здесь мы также разделяем по 3 как бы отрезка на 5 групп. Вот, и у нас по 6 нитей получается. И я просто, смотрите, проплетаю такие треугольнички репсовые. И перехожу на следующую. То есть здесь нужно уметь плести, конечно, репсовый узел, но если не умеете, просто посмотрите на видео. Мне кажется, что повторять за руками тоже понятно получается. То есть мы 2 нити проплетаем, потому что доходим до середины, и потом в одну из сторон тоже проплетаем, чтобы соединить. И также нам останется отрезать, да, лишнее и распушить их. Крученая веревка, она закручена, поэтому я сначала ее пальцами раскручиваю, потом уже с помощью чесалки как бы делаю бахрому эту. Также, кстати, у меня тут используется веревка не очень толстая, всего лишь 2,5 миллиметра, поэтому снежиночка такая получается хорошенькая, маленькая. Ну, как бы если возьмете там 4 или 5, то это будет прям такая огромная объемная снежинка. А так вот. Еще, кстати, можно в середине нити эти не друг за другом, вот как бы наплетать сразу репсовые, а перехлест сделайте, тогда даже будет интереснее смотреться. Но это уже, правда, на ваш выбор, на ваше желание. Еще, конечно, это может быть любой другой цвет, не обязательно просто вот эти светлые, неокрашенные, да, либо ваниль.
Ну вот, доделываем все, отрезаем лишнее. Опять же, как я говорю, тут идеально, не идеально. Потом делаем петельку, естественно. Это, кстати, петельку можно взять из другой нити тоже, из жута, например, либо какую-нибудь красненькую взять ниточку, не обязательно из той же нитки. Ну все, второй вариант снежинки у нас готов. Он довольно такой простой. Обязательно напишите, какой вариант вам сейчас понравился, но досмотрите еще третью, и, может быть, вам понравится третий вариант. Я хотела сделать его более таким большим, ажурным, но в итоге поняла, что минимализм мне очень подходит и нравится. Поэтому третий вариант я выбираю колечко около 4 сантиметров и отрезаю 16 отрезков, но тоже где-то по 40 сантиметров. Я решила тут, точнее, не мудрить. 16 отрезков отрезаем, и здесь разбиваем на группы по 4. То есть у нас будет 8 нитей, ну, из 8 нитей. И получится снежинка не пятиконечная, а четырехтакая конечная. Здесь я буду просто использовать только квадратный узел, создавать треугольник квадратными узлами. Если в прошлый раз мы просто репсовое плетение делали, то здесь только квадратные узлы. Посмотрите, как я делаю. Я делаю сначала 2 узелка, а потом соединю посередине, и это будет третий. Вот и все. Я даже не буду никак проплетать. Но вы можете сделать репсовую окантовку, например, либо что-то еще. Также можете заметить, что у меня здесь отрезки отрезаны длинные, а остаются как бы очень длинные. Но вот я вам говорю, 40 сантиметров это будет хорошо. Я отрезала длиннее, потому что хотела создать просто какую-то супер огромную снежинку, но поняла, что она мне никуда не пойдет. Вот. Надеюсь, что я смогла вас вдохновить на новогодние какие-то аксессуары, декор, ну и вообще новогоднее настроение уже. Надеюсь, скоро у нас начнет появляться, потому что я планирую снимать мастер-классы уже по новогодней тематике. Вот, посмотрите, как я закончу эту снежинку. Напишите в комментариях, какая больше вам понравилась, либо не понравилась ни одна. Но надеюсь, что, может быть, вы посмотрели видео и решили что-то, сами придумать, какой-то узор тоже. Как я уже говорила, каждая снежинка должна быть уникальной, нет же повторяющихся, поэтому вот, буду рада просто даже вдохновить. Мои 3 снежинки готовы. Я, конечно же, повешу их на елку. Возможно, создам больше и сделаю гирлянду. Но я прям довольна и рада. Таких у меня точно снежинок еще не было. Вот. Подписывайтесь на мой канал, я буду очень рада. Комментариям, ставьте лайки, нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. До встречи в новых видео. Пока.